Друзья, у меня в руках очень интересный лист. На этом листе биография того человека, который долгое время оставался инкогнито, который долгое время оставался загадкой. Не скажу, что он оставался легендой, потому что легендой он останется и после этого интересного интервью. Но сегодня мы приоткроем немного завесу тайны о том, кто был такой Арне Сан-Жестин, кто был мой учитель, чем он занимался. Я расскажу вам немного о его детстве, я расскажу о его юности, я расскажу интересные факты, которые вы наверняка не знали. Друзья мои, всем здравствуйте, всех приветствую на нашем интервью про Арне Сан-Жестина, про учителя Эрнста. Мы решили сделать это интервью после того, как предыдущее интервью про жизнь Эрнста собрало очень много положительных откликов, и мы поняли, что пришло время для вот такой вот очень серьезной, очень знаменательной встречи. Эрнст, и для начала, наверное, я бы хотел, чтобы вы действительно описали немножечко в целом жизнь Арне, о том, да, кто он, откуда он, как он жил, потому что я на самом деле, да, я много лет знаю вас, но я очень мало знаю об Арне, и чтобы задавать правильные вопросы, нужно примерно, хотя бы примерно понять жизнь человека, как он жил, кем он был, и тогда уже после этого, я думаю, я смогу что-то спросить у вас. Дело в том, что Арне всегда полагал, что чем больше людей его видит и знает его, тем больше он может потерять своей энергии. И этот человек всегда был против фотографий. Скажу вам, я с горем пополам выбил у него пару фотографий и пару видео. Этот человек никогда не снимался и всегда отворачивался от камеры. Когда я спрашивал почему, он говорил в шутку, что на камеру можно потерять энергию, но я почему-то всегда это воспринимал тоже шуткой, но когда я стал больше углубляться в эзотерической технике, я понял, что это правда. Любая фотография, любое видео может из вас вытянуть огромное количество энергии, если при определенных обстоятельствах. Сейчас мы не будем говорить об этом, это тема целой лекции на пару часов, но вот скажу коротко, что он не любил фотографироваться, дабы избежать утечки энергии. Хорошо, я сейчас расскажу историю, я буду сверяться с листом. Арне родился 31 января 1922 года. Роды прошли в аббатстве Мартемер в ночь с 30 на 31 января в самом монастыре Мартемер. Кто знает, это очень мистическое место. И эти роды прошли не специально там. Дело в том, что его мама была на сносях, и она просто не успела. Роды начались на пару дней ранее, и его мама, которую звали Эстер Сан-Жестин, попросту не успела доехать в госпиталь города Руэна. С его матерью ехала ее сестра, и она принимала роды в развалинах монастыря Мартемер. Эстер рассказала, что видела еще одну женщину, которая стояла рядом, и когда роды закончились, эта женщина взяла малыша на руки и поцеловала его в темечко. Как Арне узнал после, это был призрак этого монастыря. И это абсолютно не шутка. Это была умершая Матильда, которую убили еще в 1759 году. Данила, это чистая правда. Мама Арне рассказывала, что она видела призрака. И потом она не знала, что это за место. Дело в том, что было очень холодно. Они остановились в каком-то заброшенном монастыре, постелили солому, и она просто на этой соломе родила. Она думала, что эта женщина просто проходила мимо. Но ее сестра сказала, что никакой женщины рядом не было. А она видела эту женщину. И как после узнали, это был призрак этого монастыря, которого эту женщину убили давно, и иногда она появляется. Все были дико уставшие, ребенка запеленали, положили рядом с мамой, а на утро, когда они проснулись, рядом лежали два белых волка. Эти волки не съели ребенка, они не тронули его, словно они его охраняли.
Кому интересно, может почитать историю этого монастыря и многое узнает о том, что за сверхэнергетика находится в этом монастыре. Возможно, это тоже повлияло каким-то образом на дальнейшую жизнь Арне. С самого начала его сопровождали интересные события. Мать Арне была швея и умерла в 1969 году в поздней старости, пережив примерно 30 лет всех своих подруг. И самый интересный факт, что ее сестра, находясь в этот момент в Новой Зеландии, умерла с ней в один день. Такие интересные факты, знаете, которые тяжело назвать случайностью. Давайте, наверное, вы будете задавать вопросы далее, чтобы мы уже отвечали. Эрнст, а расскажите немножко поподробнее об этом месте, потому что, да, ведь это какое-то мистическое место, то место его рождения. Какая его история? Оно значимое для Франции, для Европы? Для Франции это очень значимое место. Утверждая, что там какая-то дикая энергетика, утверждая, что там до сих пор туристы видят иногда призраков, утверждая, что там по ночам ходят белые волки, которые тоже якобы не существуют. То есть это, в принципе, является одной из самых страшных и мистических мест во Франции. И вот именно в этом месте Арне угораздило родиться. Вы знаете, я часто слышал такие моменты, что очень злые собаки никогда не укусят своего ребенка, который родился в этом доме вот в момент жизни этой собаки. Она его словно охраняет. И точно так же происходит с призраками. Если в том месте, где живут призраки, рождается ребенок, эти призраки, эти существа становятся ему словно охранником на всю жизнь. И вы знаете, действительно, вот такое было впечатление, что его кто-то вел за руку всю жизнь. Даже тот самый факт, что эмиграция из Франции в 1941 году, уже в принципе была на грани. И все ему говорили, что ехать не нужно, что ничего страшного не будет, что все будет нормально. Его словно что-то дернуло. Он собрал маленький чемодан, сел на пароход и уехал в Америку. Я считаю, что это спасло ему жизнь. Его мама, конечно же, осталась жива, и умерла она в 1969 году, намного пережив всех своих подруг. Интересен тот факт, что его мама жила во Франции, она пережила войну, с ней ничего не случилось, а ее сестра эмигрировала и оказалась в Новой Зеландии. И интересен факт, что они умерли в один день. Абсолютно не имея никакой коммуникации. Мы это узнали уже позже, но была какая-то связь. Именно вот эти рождения Арне как-то их связало всех троих. Знаете, какие-то были очень сильные энергетические связи. Эрнст, а вот если вернуться назад все-таки вот к моменту детства, то есть до иммиграции. Получается, в 1941 году, во время иммиграции, ему уже было 19 лет. А расскажите, как он прожил эти 19 лет? Да, ведь это детство, это становление личности, становление человека. Чем он жил? Как он жил? Что вот такого интересного, яркого, знаменательного было в эти 19 лет? Данила, знаете, к сожалению, я не был его современником, поэтому рассказываю только из его рассказов то, что слышал. В школе, как он мне рассказывал, учился он не очень прилежно, хотя у него все получалось, но ему было просто скучно учиться. Однажды, проводя уже в Америке, порядка в 50 или 60-летнем возрасте, у него выявили IQ порядка 159 или 160. У него был довольно высокий IQ, для среднестатистического человека это очень высокий IQ. Учился он, так, знаете, скрипя зубами, просто не хотя, потому что его увлекали другие вещи, он любил читать книги, он любил думать о каких-то параллельных мирах. И интересен тот факт, что пирокинез он совершил абсолютно случайно. По его рассказам, это было в 9-10 лет, когда он совершил какую-то пакость. Его мама очень сильно кричала. Кстати, следует заметить, что он рос без отца. Отца у него не было, отец их бросил, и про отца он даже ничего не знал. Хотя он его потом нашел ментальными связями, он вычислил, где он находится, но он не стал с ним встречаться. Так вот, однажды он провинился, и его мама очень сильно отругала его. Но, видимо, он не был настолько виновен, как все-таки мама его обвиняла. И он был очень злой. В этот момент на столе
самовоспламенилась керосиновая лампа. То есть этот пирокинез произошел просто из гнева, который выходил из Арне, и была энергия, видимо, он смотрел просто напрямую на лампу, и лампа просто, вот фитиль сам воспламенился. Это был его первый такой, знаете, заход в ситхи, в сверхспособности. Это получается, сколько ему было лет примерно? В 9, как он мне рассказывал, 8-9 лет. Знаете, в те моменты вы не помните, ведь не было никаких телефонов, не было никаких камер. Он говорил, что примерно в 8-9 лет это все случилось. То есть что-то он там нашкодничал. А какая была реакция у родителей, когда они увидели вот своими глазами что-то подобное? Как я уже сказал, родителей у него не было, у него была только лишь мама. Но я думаю, она это не видела. Я не знаю, какая реакция, но я думаю, она это не заметила. То есть ее не было рядом. Он для себя это заметил. Потом он освоил уже для себя легкий телекинез. Но я подозреваю, что эти ситхи он освоил благодаря вот этому своему уникальному рождению. И уникальной энергетике, которая у него была врожденная. Далее он начал просто изучать этот феномен и пытался разобраться, как же можно людям, которые не имеют этого, научиться. То есть, наверное, только благодаря тому, что он довольно рано начал, так знаете, делать заходы в эти сверхспособности, он начал довольно рано мыслить, почему это все происходит, из-за чего, особенный ли он, или знаете, или какой-то изгой. То есть он уже начал сталкиваться с такими мыслями в довольно раннем возрасте. Порядка 10 лет он уже начал об этом думать. И где-то к 40 годам он уже четко разработал систему, которая помогала людям, не имеющим такие врожденные способности, осваивать то же самое, что мог он. Эрнст, получается, если я верно понял, да, то Арне с самого детства уже обладал некой склонностью, некой тягой, да, к сверхспособностям. 8 лет это пирокинез. А он никогда не рассказывал, там, может быть, о том, что до пирокинеза он там, что-то чувствовал, что-то слышал, там, прям, не знаю, с самых ранних лет, что-то видел, каких-нибудь там, опять же таки, духов, да, какие-то энергии, какие-то там мысли, может быть, необычные приходили ему. Я не помню, чтобы мы разговаривали на эту тему, но мне кажется, что он порой упоминал именно насчет параллельных миров, что он мог вызывать друзей из параллельных миров. То есть у него не было друзей, они жили в какой-то деревушке, где вообще было мало народу. И ему, чтобы с кем-то играться, он вызывал друзей. То есть он говорил, что иногда приходили друзья, но он был ребенком, и он не осознавал, были это настоящие люди, или это были люди, которые просто выходили из воздуха. То есть его ровесники, которые с ним играли. Как было на самом деле? Возможно, что со стороны это выглядело так, что в песочнице или где-нибудь там на дороге пыльной, песчаной сидел Арне и разговаривал с кем-то, а со стороны это было просто непонятно, с кем он разговаривает. Но в его видении он четко ощущал вот этих своих друзей, которых, наверное, в этом мире-то и не было. Он просто их видел в своем воображении. Слушайте, это, конечно, это прям история, которая заслуживает написания книги. Я все-таки очень верю в то, что мы с вами рано или поздно эту книжку напишем в подробностях, такую художественную книгу. Мне кажется, это будет очень-очень классная книга. Я думаю, что мы, конечно, немножечко этот момент упустили, потому что, конечно, все проще рассказывать со слов автора, нежели со слов пересказчика. Но упустили. Эрнст, хорошо, а скажите, получается, до какого-то возраста они жили в деревушке вместе с мамой, потом он пошел в школу. Что это была за школа? Это была самая обычная школа, или же уже родители видели какие-то склонности к, ну, вернее, да, видела мама какие-то склонности к способностям и, может быть, там что-то подобрала ему соответствующее? Нет, Данила, в те времена, какой это был год? Это был 30-й год. Я не думаю, что это была. Это была обыкновенная школа, в которой он даже не демонстрировал. Он говорил, что довольно часто он получал розги, тогда еще били розгами за провинность. Кстати, если кому интересно, вот в Европе пятибалльная система начинается с 5, это худшая оценка, единица это лучшая. Связано это именно с ударами розг. Чем хуже, тем больше ударов розгами. Соответственно, 5 ударов розгами намного хуже, чем 1 удар розгами. Поэтому
Он не был одаренным вот именно в плане учебы. Он легко справлялся, но его это как-то не интересовало. И, соответственно, у них не было средств, чтобы он пошел в какую-то, знаете, школу для людей, школу для одаренных людей или школу там какие-то, в которой были сливки общества. Нет, это была обыкновенная какая-то школа в пригороде вот той местности, где он жил. Поэтому ничего особенного про его школьные годы я сказать не могу. После школы я знаю, что он работал по-моему, либо то ли он работал в Руэне, то ли он уже перебрался в Париж. Вот здесь я затрудняюсь четко сказать. Он работал в редакции, он работал курьером, это была его основная работа. И по вечерам он под псевдонимом писал какие-то статьи. Он был довольно-таки, знаете, красноречивым человеком, ему легко давался вот красивый слог. И он писал какие-то мелкие статьи. То ли он подрабатывал, то ли он их писал просто для того, чтобы их публиковали, либо же он их писал как знаете, как помощь другим журналистам, которые не успевали чего-то. Но это мне ведомо точно, что вот он делал такие вещи. И уже будучи в Америке, в принципе, он освоил довольно быстро язык, хотя, по своему опыту знаю, что приехав после 20 лет, язык освоить довольно сложно. Вот он приехал в возрасте как раз 20 лет, 19-20 лет, и освоил язык в совершенстве, то есть акцента у него не было слышно. И он тоже подрабатывал в каких-то редакциях первое время, тоже писал какие-то статьи для местных газет. Единственное, что он никогда не любил, он не любил славу, поэтому вы нигде не найдете подпись Арне Сан-Жестин, нигде. Он всегда писал под вымышленными псевдонимами. Когда я его спрашивал, он говорил, мне слава не нужна. Вы знаете, мне кажется, у него было врожденное чувство работы с чакрами. Дело в том, что вот эта вот слава, знаете, какое-то такое ощущение своей весомости, оно полностью противоречит работе нашей седьмой чакры. Вот для него было абсолютно, он мог идти по улице, достать огромную сумму денег, дать ее нищему и даже не обернувшись пойти дальше. То есть не думая, как тут на него посмотрели ли на него люди, что сказали. Для него вот мнение других людей было абсолютно неинтересно. И его внешний облик был, знаете, такой облик какого-то обыкновенного нищего человека. Я помню, у него было всегда 2 костюма, 3 рубашки. Это все, что я у него помню. И вечно изношенные ботинки. Хотя, работая в той организации, в которой он работал, он мог себе купить в принципе, довольно много вещей. Единственной слабостью, на которую он действительно не жалел денег, он очень любил большие дома. Дома были не его, он их снимал, но он очень хотел, чтобы у него всегда было место, где подумать, где посидеть, где отдохнуть, где поспать, где встретиться с друзьями. Он не мог жить вот в тесной комнатке. Вероятно, это связано как-то с его детством, потому что они жили в очень маленьком домике, и это, видимо, на него как-то повлияло. Ему нужен был простор в доме. Вот это была его такая, знаете, слабая сторона. Он тратил много денег на роскошный дом. Дом был не роскошный, но довольно большой по меркам одного человека. Раз вот вы сказали одного человека, я не могу не спросить, можно ли это рассказывать на камеру или нет, я не знаю, о его личной жизни. То есть, да, ведь вот он закончил школу, работал, потом эмигрировал, уже, видимо, что-то ощущая из Франции, да, в Соединенные Штаты. А как на фоне всего этого происходила его личная жизнь? Семья у него была, но детей у него не было, у него были приемные дети. Его личных, его вот настоящих детей, которые от него бы родила женщина, у него не было. Он встретил женщину в Америке уже порядка в возрасте 30 лет, она была с ребенком, они прожили некоторое время. Но, как он мне объяснил потом, в шутку объяснил, что женщины тянут очень много энергии. И для того, чтобы не опустеть в энергетическом плане, он разошелся с ней, но был с ней в принципе в хороших отношениях. Он с ней и ребенка он считал своим, но ребенок, естественно, был не его. Сейчас тому ребенку уже, наверное, порядка, 60 лет, 70 лет, так точно не скажу. Он уже взрослый, уже мужчина, уже, может быть, его и нет, в принципе, в живых. Но вот своих детей у него никогда не было, поэтому, к сожалению,
Видимо, это путь всех великих эзотериков. Я не знаю, я не знаю, я сказал, ну, то есть на камеру я сказал, что вероятно, может быть, его уже нет в живых, может быть. Потому что он с ним, я с ним вообще контакт не поддерживаю, да, то есть Арне с ним там, ну, опять-таки, вот под конец жизни он даже не стал ему звонить, знаете, он даже не стал ему писать, как, что. Был я, были еще пару учеников таких, которые действительно ему помогали во всем. А его, ну, приемный сын, знаете, мне кажется, тут даже не в родстве дело именно в отношении к человеку. Ну, возможно, мое предположение, что сын был, ну, приемный сын был обижен на то, что он уделял ученикам больше внимания, нежели своим детям, потому что они не принимали того, что он делает и чем он занимается. Для них это была, знаете, какая-то такая секта. Секта, в которой сидят какие-то там люди, чего-то делают, но что это, зачем это, они не воспринимали. И, может быть, это тоже послужило причиной разлада в отношениях в семье. Я не вдавался в эти детали, знаете, мне кажется, для него это была довольно больная тема. И я тот человек, который пытается не задевать за больную мозоль, поэтому сглаживать углы, если нужно, это мое кредо. Как-то в личном разговоре вы рассказывали еще, что у Арне была сестра, по-моему, если я правильно запомнил. Что-то про нее можете рассказать? Вы знаете, у меня есть такое плохое свойство, я всех называю братьями и сестрами. У него была двоюродная сестра, то есть это была сестра его тети. Елизавета, это была Эстер и Елизавета, ну или как там по-французски это правильно называется, Элизабет. Вот. Родной сестры у него не было, он был единственным ребенком в семье. И вы знаете, меня тоже частенько интересует вопрос, а если были бы двойнята, обладали ли они бы такой же, то есть второй бы ребенок обладал ли такой же силой, вот не знаю. Интересный такой момент. И когда я спрашивал у Арне, считает ли он, что эта энергия пришла вот именно на момент, он сказал, что это очень сильная энергетическая зона, в которой он родился. И это тоже, возможно, повлияло на его дальнейшую судьбу. Поэтому, а вот родной сестры у него не было. Он был единственным ребенком в семье. Эрнст, а расскажите сейчас, это уже не на камеру, вот именно про двоюродную. Вы, по-моему, говорили, что он ее очень любил, да, и очень хорошо к ней относился. Да, он с ней хорошо общался. Она некоторое время жила в Америке, потом она переехала в Лондон. Но она его младше. Она его младше порядка, наверное, лет на 20. То есть она где-то родилась во время войны. Как я понимаю, что вот его тетя удрала, она сначала, наверное, тоже удрала в Новую Зеландию. Нет, стоп, секундочку, как же там было? Они оба уехали, мама осталась. Я не буду врать, по какой причине, но его мама осталась. Она была очень сильным патриотом, а его тетя уехала вместе с Арне. Но она долго с ним не была, она дальше уехала. И уже потом, ну, естественно, они встречались, они виделись, у них хорошие отношения, но сестра ничем не обладала вот таким, чем обладает Арне. Или обладал Арне. Данила, такие моменты можете, кстати, тоже оставлять немножечко, разбавлять, знаете. Эрнст, потихонечку начинается вырисовываться жизненный путь. Давайте вернемся вот к теме Америки. Про Францию, в принципе, я понял. Получается, Арне уехал из Франции в 19 лет, да, и все оставшееся время он уже жил в Америке. Я правильно понял? Вы знаете, для мастера ситх, для мистика, для человека, который работает с тонкими материями, нет дома. Он путешествовал, он очень много путешествовал, и невероятно много денег он сливал на путешествия. Он много зарабатывал и много сливал. Но основное его место, его прописка, она была, естественно, в Америке. В городе Солт-Лейк. И там вот он, наверное, я точно не помню, со скольких лет он именно выбрал этот город, но выбрал его по определенным причинам, потому что он состоял в некоторых кланах, секретных кланах, в которых его приглашали, ему нужно было частенько проводить. И это именно базируется в тех регионах. Жить, знаете, жить это такой вопрос, то есть он много путешествовал, он, наверное, изъездил весь Китай, он, наверное, изъездил всю Индию, он очень много изучал вот эту культуру чакр, он очень много
разговаривал с йогами. Он считал, что у йогов ему есть чему поучиться. Хотя, может быть, эти йоги, знаете, ему показывали что-то на пальцах, потому что не все йоги говорят на английском, там у них на хинду они что-то говорят, там пытаются ему показать какие-то, знаете, даже вот элементы вращения. То есть именно он говорил, что однажды он разговаривал с одним йогом, и тот ему просто приложил две руки спереди и сзади, и он почувствовал вращение чакр, то есть настолько они хорошо в этом разбираются. Поэтому, но, знаете, опять-таки, на нашей планете без денег долго не проживешь, поэтому ему пришлось работать. И я очень рад, что он подключил свой талант, что он подключил свое умение, и он нашел себя в той сфере, где действительно можно работать человеку, который умеет управлять своей реальностью. Он работал в одной финансовой конторе, в которой нужно было определять определенные движения валют, движения рынков, движения акций. И вот именно этим он занимался. А когда он не мог это предвидеть, он создавал события. Но давайте мы это не будем глубоко касаться, потому что это все-таки закрытая информация. Ну так вот, коротко, вскользь сказать, чем он занимался. Это была его основная работа, наверное, порядка 30 лет. Он был, так сказать, внештатным аналитиком, которому звонили и говорили, что нужно, чтобы случилось. И он это делал. Я считаю, что это, наверное, одна из самых больших, и самых классных, и самых сильных ситх, которые я вообще в своей жизни видел. И вот как раз, я думаю, по жизни Арне на данном этапе хватит. Я предлагаю немножечко пройтись вот именно по мистической части, по мистическому, да, опыту его. И смотрите, вот вы сказали про ситху, вот сейчас как бы, да, по сути это ситха, управление подобного рода потоками. А вот если именно взять вот такие физические ситхи, про пирокинез вы уже говорили. В том числе, насколько я знаю, Арне обладал телекинезом. Кто, кстати, да, не слышал, не в курсе этих тем, у нас есть отдельная рубрика без вопросов. Там Эрнст вот он в подробностях рассказывает, как Эрнст делает всевозможные ситхи, и в том числе многое рассказывает про Арне, что Арне мог делать по телекинезу, там, да, по левитации. Поэтому сейчас мы этого сильно касаться не будем, но вот именно чтобы просто перечислить. Получается телекинез, пирокинез, левитация, телепорт, материализация, скорее всего. Что-то еще было вот в арсенале у Арне, что я не перечислил? Было то, чего нет у меня на хорошем уровне. Вы знаете, вот это все, это игрушки. Это действительно игрушки по сравнению с тем, что обладает. Первое, это действительно очень сильное управление реальностью и событиями. Второе, это очень сильная работа с клетками организма. То есть он умел заживлять свои клетки невероятно быстро. Я видел порез глубиной в 1,5-2 сантиметра у него на руке. На утро шрам зарубцевался. Данила, если у вас вечером разрезать руку, рука будет заживать примерно 3 недели. Глубиной 1,5 сантиметра разрез будет заживать 3 недели без зашития. За ночь этот разрез зарубцевался. Это фантастика. Вы знаете, такое делали самураи. Они обладали определенными техниками ниндзюцу, которые давали определенное влияние на клетки организма. Но это не было на таком уровне, что я видел у Арне. Он меня частично этому обучил, но скажу честно, вот здесь я не особо преуспел. Теорию знаю, а на практике частенько хромают вот эти знания. В чем я очень и очень каюсь, что не взял действительно вот такие полезные вещи. Эрнст, а в каком возрасте примерно Арне вот освоил все вот это вот и работа, да, с физическим телом, и та же самая левитация, пусть игрушки, но все-таки телепортация, телекинез, это было уже в Америке или это вот во Франции? Если я правильно помню, телекинез и пирокинез он освоил еще в юном возрасте, неосознанно.
левитацию вы не можете освоить неосознанно, потому что вам нужно уметь очень здорово балансировать. То есть именно легкий отрыв от земли, если вы не умеете правильно держать баланс, он вам ничего не даст. Вы просто будете отрываться буквально сантиметр на два и приземляться назад, а может быть и упадете. Поэтому здесь он уже это осознанно делал. Если я не ошибаюсь, это уже было в Америке, это уже было в таком более осознанном возрасте. Но опять-таки, знаете, его судьба вела не теми тропками, где он должен был пробивать себе сам дорогу, она сводила его с нужными людьми. Он познакомился тоже с очень сильными мистиками, с очень сильными практиками, которые подсказывали ему, давали ему уже какие-то советы. Поэтому левитацию и телепортацию он уже освоил в Америке уже, наверное, в возрасте 30 лет, не ранее. А вот легкое, то, что было действительно легкое для него. Например, как он рассказывал, как он освоил для себя телекинез, как я уже говорил, он был ленивый ребенок в плане школы. И мама заставляла его учить. Она ему чуть ли его не головой запихивала в этот учебник. И вот однажды он поставил руки и сказал: хватит. И книга просто сама отскочила. Возможно, мама не поняла. Возможно, мама подумала, что он толкнул книгу. Но книга просто отскочила и слетела со стола. Просто от усилия. Понимаете? Здесь есть такие моменты, как стеклянная клетка наших способностей. Вот если вы ее разбиваете какими-то методами, в данном случае, я думаю, она была разбита при самом рождении. То есть эта энергия в нем была уже при самом рождении. Просто нужно было найти выход. Другие люди ощущают, что они могут что-то сделать, но сделать ничего не могут. Потому что эта энергия где-то держится. А вот у него она вылетала, и любые эмоции, там, а в основном это были, знаете, такие сильные эмоции, активно сильные эмоции, это негативные эмоции, какое-то зло, там, эмоции, например, отрицание, эмоции, там, страха, она, как правило, вот тянет за собой определенные действия. Вот они и происходили. Поэтому это он освоил, в принципе, самостоятельно, а потом уже начал углубляться, понимать, как это работает. Но я думаю, что много существует людей в нынешнем мире, которые это получают при рождении. И другой вопрос, могут ли они углубиться и освоить это? Или же они это где-то, знаете, закапывают и идут уже стандартными дорожками, не обращая на это внимания. Но, как мне объяснил Арне, это может каждый. До определенного уровня дойти может каждый. А вот дальше уже есть сильные ситхи. Есть, например, ситхи, которыми сложно овладеть. Это, например, работа со временем. Для того, чтобы работать со временем, вы должны понять структуру четвертого измерения. И она должна у вас быть словно река, меняющая направление. Вот это то, что он мне объяснял. Вот если ты почувствуешь время как реку, которой ты можешь менять направление, ты начнешь управлять временем и сможешь посылать мысли в то или иное направление, то есть, соответственно, в будущее или в прошлое, самому себе или другим людям. Соответственно, как какие-то сигналы. Это в его понимании было путешествие во времени.